Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Посмотрите, какая красота у меня в руках. Это большая, огромная косметичка с кожаной вставкой с дна, с молнией по верху. И внутри она тоже очень-очень оригинальная. Смотрите, вот так. Раскрывается она до самого конца. И чтобы ничего не выпадало, здесь есть специальные, я их называю шторки. Посмотрите, она очень вместительная. Сюда помещается большое количество косметики. По ширине она 23, по высоте 15 и по глубине 10. Вот такая прелесть у меня теперь есть. Если вам нравится такая косметичка и вы хотите ее шить для себя и своих близких, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, пошив косметички мы начинаем с сэндвича. Его нужно настрочить. Для сэндвича я использую верхнюю ткань, и она продублирована как вертикально, так и поперечно обычным бумажным флизелином. Два слоя, один так, а другой вот так. Вот. Размер заготовки сейчас в данный момент 43 на 36, но потом это все будет уточняться. Затем у меня 3 слоя поролона, тонкого поролона, не знаю, миллиметра по 3. Вот. И нижний слой любой, какой хотите, неважно. Вот. И сейчас для того, чтобы настрачивать, можно просто наметить линии и по ним строчить, а можно использовать вот монтажный скотч. Лапку я установлю и буду вдоль монтажного скотча строчить первую строчку, а все остальные с помощью приспособления, с помощью лапки металлической. Начинаем заготовку. Теперь на большой скорости я вам покажу сам принцип настрочки вдоль скотча. Прострочили. Теперь на расстоянии 1 см от края, то есть ширина лапки в моем случае, я настрачиваю, ориентируясь на левый край от начала и до конца. Строчка максимальная, где-то 5 мм частота строчки. Прострочив несколько строчек поперек, я в другую сторону накладываю другую ленту и вдоль малярного скотча или ленты прострачиваю строчку поперек. Это нужно, чтобы ткань не сбегала в одну сторону, а было все симметрично. Отрываю скотч и прокладываю строчку параллельно проделанной строчке. Так рождается заготовочка. Так выглядит заготовка. Смотрите. Я ее уже осноровила, сделала ровным квадрат и поняла, что если складывать ее пополам, то косметичка получается маловато. И я решила доработать ее немножко. И таким же способом из кожи сделала сэндвич. Кожа подходящая по цвету. И дно решила сделать из кожи. Теперь поговорим о выкройке. Это будет основная деталь и подкладка аналогично. Значит, вся деталь, если ее рассматривать как квадрат, высота 39, можно 40, и по ширине 33. Теперь, это уже с учетом швов. Теперь
от центра в сторону откладываем 12 и сюда откладываем 12, то есть по центру 24, тоже со швом. И рисуем квадратик со швом, вот сантиметр. Теперь основная деталь, я уже сказала, будет дно из вот этой вещи. Вот ширина ее уже со швами 12, а по длине, по идее, должно быть 24. Да, 24. Вот. На этом участке будет такое дно кожаное. Значит, эту деталь мы разрезаем ровно пополам. Разрезаю пополам и соединяю с дном. И у нас получается вот такая деталь заготовка. И уже на основании того, что у меня получится, я затем буду вырезать, округлять вот эти участки. И еще такой момент. Косметичка в сложенном состоянии вот выглядит следующим образом. У нее нужно округлить края, и это очень индивидуально. Я предлагаю 10 сантиметров отступить и округлить. Но это еще не доработанное. Сейчас покажу, как нужно еще срезать. Я беру ножницы. И вот этот участок 4,5 сантиметра, там где дно, вот нужно уголочек этот срезать вот так. Вот так. Раз. И с этой стороны аналогично, так как это зеркальное отражение. Нужно сложить пополам и выровнять эти края обязательно. Вот такая форма должна быть. Значит, и сразу давайте округлим. Вот. Так будет выглядеть наша косметичка. Я отступила 10 сантиметров и плавно перешла. Вот так. Все, теперь я выкраиваю деталь основную, подкладку со швом. Значит, вот здесь оставляем сантиметр на соединение. Вот, и будем заготавливать карманы. И о размерах карманов я тоже подробно расскажу. Хочу сказать важный момент. Чтобы не ошибиться, нужно найти середину деталей. То есть складываем пополам. Можем наметить, можем поставить рассечку. Здесь. И то же самое мы делаем здесь. Находим середину. И то же самое делаем с этой стороны. Рассечку здесь. И рассечку здесь. И соединение производим от середины. Значит, эту рассечку совмещаем с этой рассечкой, укладываем. Вот, укладываем и скалываем. С одной стороны и точно так же скалываем с другой стороны. Затем эти швы заутюживаем. Дно присоединили, швы заутюжили в сторону дна, в эту сторону, и можно настрочить. Это уже по желанию. Вот. И после этого настрочить шов, я имею в виду вот здесь по краю, это тоже возможно. Вполне возможно, я тоже так и сделаю. Вот. Затем вот выкройка, она четко соответствует по дну, как мы и планировали. И теперь нам нужно ее осноровить, заготовку, то есть по верху обрезать в уголках, так как у нас сделано все
Вот так мы останавливаем. Швы заложены. Вот единственное, я смотрю, я приподниму еще вот этот участок, так как ткань позволяет. Еще, наверное, вот так я приподниму, потому что, мне кажется, эта форма будет симпатичнее. Вот, то есть вот этот участок будет 15 сантиметров, наверное, все-таки. Да, вот так я оставляю. Все вырезаю. И точно такую крою подкладку. Не забываю, кстати, подкладку можно кроить по этой детали, потому что вот этот сантиметр именно тот, который я всегда срезаю. Значит, подкладку кроим по этой детали. Складываем вместе. Здесь у нас будет шов. Вот, и добавляем сюда сантиметр, а сюда ничего не добавляем. А все остальное точно так же. Вырезаем детали подкладки. Важным считаю сказать, вот руки у меня еще в креме, значит, после, вот когда я настрочила, я поняла такой момент, что притачивать дно нужно где-то на сантиметр чуть дальше. То есть вот здесь не дострочить и здесь не дострочить, точно так же. Вот, и строчку прокладывать аналогично, не доходя до края. Это важно, потому что здесь будет рассечка, когда мы будем соединять стеночки. Вот. Ну а теперь кроим подкладку. Подкладку выкроили. И теперь я вам расскажу о размерах. Сама подкладка такая же, как и деталь верха, только вниз сантиметр для стачивания, вот здесь, а вверх на сантиметр чуть-чуть ниже. Это нужно для того, чтобы подкладка не вылазила. Это касаемо подкладки. Теперь карманы. Будет два кармана. Один карман на одну сторону, и он будет с резинкой. И второй карман под помады, под тушь и под пудреницу. Вот. Карман самый длинный. Естественно, он дублируется со сгибом по верху. И ширина его 9 сантиметров. И длина, в моем случае, 43 сантиметра. Что мы делаем с ним? Мы выворачиваем наизнанку и обтачиваем со всех сторон, оставляем небольшое отверстие для выворачивания и буквой Г, вот так, не буквой Г, а по периметру стачиваем. После чего выворачиваем и приутюживаем. Получается полоска обработанной ткани. С этим карманом мы делаем то же самое, только вот эти края можно не обрабатывать. Тоже выворачиваем на лицо, стачиваем по низу, выворачиваем на лицо и все приутюживаем. Ширина маленького кармана, по высоте он 11 сантиметров, я говорю уже со швами, и по длине 29. Вот, заготавливаем карманы. Полоски заготовили. На маленькую полоску отрезали резинку длиной 20 сантиметров. И теперь вдоль сгиба прокладываем строчку. И обычным способом, закрепляя ее с одной стороны и натягивая, вот так закрепляем. Получаем карман. С помощью обычной булавки вставляем. Сначала нужно проложить строчку. Вот, теперь его нужно пришить. Откладываем сантиметр вот здесь. Это будет шов стачивания. И от него поднимаемся на 6 сантиметров с половиной. Вот так. Проводим линию. Находим центр заготовки.
Откладываем в сторону 10-11 сантиметров. От этого будет зависеть, я отложу 11, пышнота кармана. И проводим линию вверх. И теперь на этом участке будет пришит карман. Сначала прокладываем строчку на расстоянии где-то 1,5 сантиметра от края. Строчку проложили, и теперь с помощью булавки, обычной, любой булавки, продеваем его в отверстие и закрепляем с двух сторон. Вот, резиночку вдела. Теперь аккуратно здесь все поправляю, чтобы ничего не вылазило, и ставлю закрепку. А с этой стороны, вот на булавке я вытащила, тоже немножко подтягиваю и ставлю закрепку. Излишки обрезаю. Теперь по намеченным линиям укладываю карман, нахожу центр. Вот, укладываю на середину, опускаю до намеченной линии, вот так, и прикалываю сначала. Вот теперь беру иголочку, закалываю. Теперь подворачиваю с одной стороны. Укладываю аккуратно на линию и настрачиваю поверху. Можно 2 строчками, так как край не обработан, чтобы его закрепить. Затем разворачиваемся. Совмещаем центр с центром. Опять же, вот он центр. И вот то лишнее, которое у нас по низу идет, можно заложить просто складочки к центру. Где-то посередине, например. Можете ближе к центру подкладки, по вашему желанию. Вот, укладываем и настрачиваем. Симметрично делаем с другой стороны. И доходим до края, точно так же подворачиваем и заканчиваем работать. Здесь разворачиваемся точно так же,
Подворачиваем край, укладываем по линии. Здесь я для прочности закрепку поставила, и аналогично нужно сделать здесь. Все то же самое. Одну подкладку заготовили, так она выглядит с лица, так с изнанки. Я приложила 2 строчки. Вот, и теперь намечаем другую подкладку, точно так же сантиметр отбиваем, потом 6,5, находим середину и уже будем ориентироваться от середины. Не совсем посередине прочертила. Сейчас вот так. Вот так. Вот. И теперь отступаем в одну и в другую сторону по 5 сантиметров. Это будет один карман. Вот. И потом где-то по 2,5 в одну и в другую сторону. Так, 2,5. 2,5 и точно так же 2,5 и 2,5 и проводим эти линии. Это те ориентиры, по которым мы будем застрачивать свой карман. Для помады, туши и так далее. Вот. И теперь мы должны уложить один край обработанный. Этот край я не обработала, потому что точно не знаю, сколько уйдет. И начинаем пристрачивать по краю первую. Затем делаем свободу. Можно померить, вставить сюда помаду. Вот. Но я ориентируюсь на где-то 6 сантиметров. То есть откладываем 6 сантиметров в сторону. Сначала рисую линию, по которой буду строчить. Затем откладываю 6 сантиметров. 2 раза по 6. Раз. Вот. И начинаю пристрачивать линию. Затем вот эту линию, которую нарисовали. Следующая линия. То есть вот так совмещаю. Совмещаю. И пристрачиваю. Вот этот участок ровный. Затем точно так же от этой линии 6 сантиметров. Затем еще 6. И вот этот кусочек, скорее всего, будет лишним. Вот. Начинаем пристрачивать. Сначала по краю пристрачиваем. Закрепку. Затем, чтобы не ошибиться, вот я взяла помаду свою, можно уложить и посмотреть. Вот ровно 6 сантиметров хватает. Вот так. Можно небольшой еще запасик сделать. Буквально вот так. Это все очень индивидуально. Буквально немножечко. Вариаций может быть много. Еще раз укладываю помаду. Еще раз. Вот так. Убираю помаду. А с той стороны можем уложить тушь и померить, подходит нам или нет.
Вот что получилось. Теперь мы делаем по центру и используем по нашему, как мы захотим. Просто строчку даю. А могу с небольшим наплывом. Это тоже. Может быть, сюда мицеллярную воду ставить. Тоже как вариант. Оставлю вот так. Еще немножко. Небольшой запас. Вот так. Так я заканчиваю свой карманчик. Когда у нас готова подкладка, прежде чем соединить, нужно вставить по бокам детали, которые я называю шторка. Размер этих деталей таков: сверху 4, снизу 6 и высота 10,5 и наискосок. Очень все просто. Эти детали нужно обтачать с трех сторон. Одна сторона будет открыта. Детали нужно продублировать обычным флизелином, уложить ровненько лицо с лицом и дать строчку изнутри. Таких деталей нужно 4 пары, то есть 8 деталей. Теперь я на быстром шаге вам покажу, как это делается. Детали складываются лицо с лицом и обтачиваются изнутри цепочкой, чтобы было быстрее. Ориентируюсь на внутреннюю часть лапки. Ширина шва ориентировочно 0,5-0,7. Очень удобно делать все цепочкой, не каждую отдельно. Затем все детали разрезаем, отрезаем уголочки и выворачиваем на лицо, приутюживаем и прокладываем отделочную строчку по верху. Ориентируюсь на 0,1-0,2 от края. И опять использую цепной принцип. Так это делать удобно. Не забывайте ставить закрепки и закреплять край. Помогайте себе, чтобы уголочки не зажевывались под машиной. Я повторюсь, деталей теперь 4. Приступаем к сборке косметички. И еще у нас не хватает одного момента. То есть я сделала вот такие заготовочки. Они будут вот здесь под молнией. Вот. Ну, вот так, наоборот. Нет, наверное, все-таки вот так. Или вот так лучше сделать. Вот так. Вот, они будут пришиты на этом участке, и для того, чтобы молнию удобно было держать. Делается элементарным способом. Изнутри точно так же, как вот все эти детали, обтачивается ширина и длина по вашему желанию. Вот, и теперь мы притачиваем молнию к основной детали. Молния у меня на метраж. К ней я купила вот такие хромовые бегунки, 54 сантиметра длиной, 2,5 у меня здесь вот ширина, вернее пятерка в одну сторону, 2,5 и в другую. И теперь, начиная от середины, находим середину молнии, нашли,
отмечаем. Эту середину укладываем с серединой и притачиваем на ширину лапки к одной стороне и затем ко второй стороне. Вот в одну сторону и в другую сторону. Пришиваю я на однорожковой лапке, потом раскроем это все и эту другую часть притачаем с этой стороны. Все очень просто. Молнию уложила. Вот, и теперь начинаем строчить. Я строчу на ширину лапки. Игла у меня в крайнем левом положении. Вполне возможно, что на вот этом участке немножко молнию нужно рассечь. Совсем чуть-чуть. Вот так, чтобы она ровно укладывалась. Молния должна быть под натяжением. Мою молнию я отрезала 54 сантиметра. Это с небольшим запасиком. Где-то сантиметр с одной и с другой стороны. Вот так укладываю. Видите, чуть-чуть больше, чем мне нужно. Вот что получилось. Вот, и теперь мне нужно точно так же выпустить, как и здесь. Все то же самое, немножечко выпускаем, так как и здесь. И начинаем строчить уже к середине. Можно по изнаночной стороне строчить. Но так, мне кажется, будет удобней. Строчка должна быть параллельно. Аккуратно все укладываем. И вот так вдоль строчки доходим до середины. С одной стороны молнию пришили, теперь раскрываем ее. И другую часть пришиваем аналогичным способом. Также складываем пополам. Середину укладываем на середину. И точно так же от середины. Все то же самое. Притачиваем. Все то же самое. Аккуратно выкладываем по краю. Аналогично. Теперь берем вот эти, как я их называю, шторки. Отступаем сантиметра 1,5 от края. Почему 1,5 сантиметра мы стачаем и полсантиметра технического зазора. И укладываем короткой стороной на дно. Укладываем вот 1,5 сантиметра. Аналогично нужно сделать со всех сторон. И стараемся попасть в ту же самую строчку. Продвигаем, откладываем также 1,5 сантиметра. И точно так же укладываем и притачиваем. Как я уже сказала, то же самое делаем по другой стороне. Вот что получается. И точно так же с другой стороны. Все, вот эти вот шторки пришили. И теперь мы сверху укладываем подкладку лицом вниз. Лицо с лицом, в общем. И в эту же строчку притачиваем поверху на той же самой лапке подкладку под натяжением, так как она у нас немножко короче. Устанавливаем
И вот под натяжением аккуратно все укладываем. Серединку с серединкой совмещаем. Можно от середины строчить, так как уже кому удобно. И вот под натяжением уравниваем срезы. И под натяжением заканчиваем вот здесь. Молнию вшили. Так это выглядит под натяжением. Вот, и прежде чем вывернуть, как вот я сейчас вывернула, видите, жестко, нужно обязательно изнутри вот этот шов с поролоном, именно его высечь. Берем и аккуратно вырезаем. Вот. После этого будем настрачивать по верху строчку. Все вывернули, всю нашу косметичку на лицо высекли изнутри. Снизу я поставила бежевые нитки. Теперь надо отстрочить. Я положение иглы поставила вправо. Теперь вот так оттягиваю молнию и настрачиваю на 0,1. Вот что получается. С изнанки бежевые нитки тоже вроде бы неплохо. Все, и по кругу все отстрачиваем. На этом участке просто в сторону откладываем шторку. Все, теперь переходим на другую сторону, и все аналогично. Все делаем аналогично. Строчку я поставила побольше. Вот что получается. Так с изнанки, так с лица. Все, я продолжаю. Что делаем сейчас? Значит, вот здесь мы пришили вот эти кусочки, как я вам говорила. И теперь нам нужно вывернуть. В общем, нам нужно стачать подкладку, оставив вот здесь сантиметров 15. Для этого нужно вот так перевернуть вовнутрь все осторожно, чтобы было удобно, и сточить сантиметров 5 с одной и с другой стороны. Все. Обязательно ставим закрепки, потому что косметичка
объемная, и она при выворачивании может порвать строчку с этой стороны. Вот, и теперь нужно вот что сделать. Нужно уложить ровно вот сюда, совместить уголочки вот здесь и сколоть. Но предварительно нужно одеть бегунок и закрыть молнию, чтобы чтобы молния сошлась по центру. Для этого нужно одеть бегунок и потом стачать этот уголок. Итак, я одела 2 бегунка, так, чтобы они в центре расходились. На камеру не показывала, потому что не часто пользуюсь разъемной молнией. И немножко я здесь помучилась, чтобы это все вставить. Но теперь у нас застрочила вот эти участки, чтобы молния не слетела. Вот так выглядит молния, на мой взгляд, неплохо. И теперь нам сумку нужно вывернуть на изнанку через отверстие. Я сейчас это все выворачиваю на изнанку. Вот что должно получиться. И теперь молнию нужно уложить по центру. Вот эти уголки растянуть. А для этого вот здесь вот, там где мы оставляли место, нужно сделать рассечку. Аккуратно на уголок мы делаем рассечку. И теперь этот уголок плавно укладываем на этот уголок. Вот так. Здесь можно иголочкой заколоть. Вот. С этой стороны делаем аналогично. Либо просто натягиваем, либо рассечку. Как у вас получается. На мой взгляд, нужно делать рассечку. Тогда не будет ничего затягивать. Вот. Подтягиваем уголок к уголку и тоже закалываем. Вот. Потом все перераспределяем. Можно сделать сначала одну строчку, а потом сверху нужно уложить подкладку, тоже совместить с центром. Вот здесь. Как строчить не буду показывать, слишком толсто. И вот эти части подкладки и сумочки верхней все вместе соединить. Как с одной, так и с другой стороны. Еще раз вот здесь соединить обязательно центр с центром. Центр подкладки с центром молнии. И дать строчку. Все аккуратно уложить и дать сантиметровую строчку. Вот я сложила все в стопочку. Здесь будет толщина, но нам нужно ее прострочить. Мы начинаем от рассечки, вот так сантиметр, соединять. Строчку делаем крупную и можем ее 2 раза прострочить. Все уравняли, середину с серединой. Главное попасть вот в начало строчки. Сейчас я вам покажу. Вот здесь. Вот здесь то, что мы оставляли. И вот здесь. Нужно вот это все соединить. Вот такой сэндвич. Здесь можно высечь уже. Нам это все не нужно. И вот такое же точно мы делаем с другой стороны. И теперь всю эту красоту
со стаченными уголками нужно через подкладку и раскрытую молнию вывернуть на лицо. И я осторожно, потихоньку все буду выворачивать. Вывернула я косметичку, так выглядит дно, смотрите. И изнутри все тоже аккуратно, сразу вместе с подкладкой. И подкладка не будет выворачиваться. Теперь нам нужно зашить изнутри отверстие, вы как хотите, вручную или на машинке. Вот, просто проложить строчки. И затем нужно вот так просто соединить вот эти шторки между собой строчкой. Для удобства можно вывернуть наизнанку, брать все нитки, соединить их между собой аккуратненько, совместить. Можно сначала наметать. Я ленюсь. Попытаюсь так соединить. Смысл должен быть понятен. Вот так шторка соединяется. И с другой стороны делаю то же самое. Итак, дно я соединила ручным стежком. Нужно приутюжить. Вот здесь у нас шторки соединены. С этой стороны тоже соединены. Так выглядит с изнанки вся подкладка. Смотрите. Вот так. И теперь выворачиваем на лицо. Косметичка готова. Получилось, на мой взгляд, очень даже неплохо. Значит, с этой стороны застегиваем, выправляем уголочки. Вот так. С этой стороны тоже выправляем уголочки. Все, так сумочка смотрится изнутри. И сейчас я приутюжу и буду проводить испытания. Ну все, косметичка готова, и я провожу испытание. Посмотрите, сколько косметики я сюда уложила. Вот наши карманчики, помада, тушь, карандаши. С этой стороны дезодоранты, тональный крем, просто крем. Тут еще помада. Вот. С этой стороны румяна, карандаш для бровей, тени. Это не реклама, поэтому сильно останавливаться не буду. Главное, что посмотрите, сколько много сюда можно поместить. Закрывать очень удобно, так как застежка с двух сторон. И с этой стороны. И вот эти хвостики помогают нам это сделать. Вот что у меня получается. Может быть, конечно, я чуть-чуть многовато сюда напихала. Можно вот убрать, например, мицеллярную воду. И тогда все будет замечательно. Вот такая прелесть у меня теперь есть. Какой-то звериный бум. Так она смотрится со стороны дна. Чудесная косметичка, очень хорошая выкройка. Можно придумать очень много всего-всего. И карманы еще с двух сторон вот здесь дополнительно. То есть здесь уже фантазия безгранична. Если вам понравилась такая косметичка, ставьте пальчики вверх.
Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, шейте, не останавливайтесь, творите, радуйте себя и своих близких. Тем более скоро Новый год.